Франция отправляет солдат в Украину, Польша потратится на щит, а израильская армия входит в центр Рафаха. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Небо над Западной Украиной могут закрыть страны НАТО. Почему сейчас, а не 2 года назад? Технически это разворачивание систем зенитно-ракетных комплексов вдоль нашей границы. Мигрант с ножом нападает на польского пограничника. Солдат получил ножевое ранение от мигранта на белорусской стороне границы. Тахал и Хамас обвиняют друг друга, но израильские танки заходят в город на юге сектора Газа. Время проведения этих массовых убийств в течение последних 2 дней рассматривается как вызов сионацистского правительства преступника Нетаньяху. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Ну и не забывайте, конечно, про кнопочку «Супер спасибо», нажав которую можно нас поддержать. Поехали. Франция становится первой страной НАТО, которая отправляет своих инструкторов в Украину. Главнокомандующий ВСУ подписал соответствующие документы, которые позволяют французским инструкторам отправиться в учебные центры в Украине. Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Размещение французских инструкторов может стать примером для других стран Альянса и не только в плане обучения. Франция может усилить противовоздушную оборону полигонов, где работают их инструкторы, к примеру. К примеру Франции могут последовать другие страны, которые являются членами НАТО. Но, конечно, такая инициатива – воля каждой отдельной страны, а не коллективного решения Альянса. Действительно, страны Альянса, особенно те, которые имеют риск прямого столкновения с РФ, могли бы себя таким образом обезопасить, но вряд ли это будет решением всего НАТО. Есть чувствительные вопросы внутри Североатлантического альянса, поэтому этапность российско-украинской войны, она определенно влияет на принятие решений нашими партнерами, но в то же время партнеры пытаются быть предельно осторожными, в первую очередь приоритизируя свою безопасность. Это тут также нужно понимать. Они прогнозируют и разрабатывают разные сценарии, и поэтому иногда нам кажется, что чрезмерно вот эта осторожность не дает возможности более эффективно в военной сфере помогать Украине. И это первое. Второе, я думаю также, что с инструкторами вопрос может быть также рассмотрен другими членами Североатлантического альянса. Но я опять же говорю, что это уровень национальный больше в принятии такого решения, не внутри НАТО. Польша и страны Балтии готовы ввести боевые части в Украину, если Россия достигнет успехов на фронте. Немецкое издание «Шпигель» пишет о том, что балтийские политики переживают, что из-за недостаточной поддержки Запада и, в частности, Германии, российская армия может достичь серьезного прорыва на фронте. Эти политики даже предупреждали кулуарно своих немецких коллег о том, что такая взвешенная политика Германии провоцирует критику в их собственных странах. Если Россия достигнет стратегического прорыва на востоке Украины из-за того, что Запад только наполовину помогает Киеву, ситуация может резко обостриться. Те, кто хочет ограничить войну чрезмерным сдерживанием, на самом деле рискуют вывести ее из-под контроля. Издание не уточняет имен своих источников, но пишет, что такая политика канцлера уже вызывает критику и в самой Германии. Олаф Шольц считает, что если передать дальнобойные ракеты «Таурус» Украине, то конфликт вырастет до масштабов НАТО. А тем временем в самом Альянсе обсуждают закрытие западной части украинского воздушного пространства, и пишет об этом Бильд. Технически это разворачивание систем зенитно-ракетных комплексов вдоль нашей границы. И в зависимости от дальности перехвата или дальности обнаружения, дальности перехвата, выполнять боевые задачи на западной и юго-западной границах нашей страны. То есть на глубину где-то 100-150 километров по западу и где-то такая же самая глубина по юго-западу до Одессы. Румынские патриоты могут прикрывать и Одессу в том числе.
И было бы, кстати, неплохо именно так начинать эту деятельность. Плюс авиация, которая поднимается. Авиация может выполнять боевую задачу на дальностях 150-180 километров ракетами, если это F-16, ракетами АМ-120Д. Это последняя модификация этих ракет. То есть, грубо, до 180 километров они могут перекрыть западную, юго-западную часть Украины, прикрыть ее, уничтожая ракеты над нашей территорией. А мы можем освободить там несколько десятков комплексов, которые у нас стоят. Тем временем в Польше поддержали предложение Украины снять ограничения на использование западного оружия по территории РФ. Министр иностранных дел страны говорит, что Европе нужно лучше поучиться играть в игру на эскалацию. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, она ничем себя не ограничивает. Министр считает, что постоянно меняющиеся красные линии Европы только подбивают Россию к эскалации и приспосабливанию своих враждебных действий к таким красным линиям. То есть, чем больше меняются границы, тем больше РФ к ним подстраивается. Польша действительно взялась за свою восточную границу и надеется завершить программу «Восточный щит» стоимостью более 10 миллиардов злотых, а это более чем 2,5 миллиарда евро, до 2028 года, говорит об этом министр обороны страны. Нам нужен долгосрочный план развития инфраструктуры, который будет включать в себя укрепление, различные виды барьеров и больше всего самые современные системы для мониторинга воздушного пространства по любым параметрам, на любой высоте. Мы будем использовать беспилотные компоненты, мы будем использовать беспилотные автомобили с системами защиты от беспилотников, которые становятся все более и более развитыми, эффективными, и они будут использоваться. В Польше называют проект «Восточный щит» самым масштабным с 1945 года. Инвестиции начнутся в 2025 году, но работа начинается уже. С 2021 года восточную границу Польши атакуют мигранты из преимущественно африканских и азиатских стран, которые пытаются прорваться со стороны Беларуси. Один из таких мигрантов совершил нападение на польского пограничника. Он ударил его ножом. Сегодня около 4:30 по местному времени солдаты, выполнявшие задачи по охране границы, во время патрулирования заметили группу мигрантов, пытавшихся перебраться на польскую сторону. Они немедленно приняли меры и не позволили им этого сделать. В результате этих попыток солдат получил ножевое ранение от мигранта на белорусской стороне границы. Солдат был немедленно доставлен на машине скорой помощи в больницу в Гайновке. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. Евросоюз не справляется с потоком российской пропаганды, которая льется через мессенджер Telegram. Об этом пишет Bloomberg. Авторы статьи отмечают, что это вызвало недовольство среди чиновников, которые ставили борьбу с фейками и пропагандой главным приоритетом в предвыборной кампании. Издание отмечает, что чиновники просто не могут ограничить информацию в Telegram. Дезинформация распространяется в Telegram открыто и совершенно бесконтрольно. Чтобы сохранять трезвый рассудок в этом потоке новостей, достаточно подписаться на наши каналы и черпать информацию оттуда. Мы ее проверяем, это точно не русская пропаганда, мы выделяем главное, показываем в разных аспектах. Израильские танки вошли в центр Рафаха в секторе Газа, пишет об этом издание Reuters, впервые за 3 недели боев и продвигаются к западным кварталам, продолжая операцию, которая подверглась критике со стороны многих мировых структур и организаций. Ведь после предыдущего обстрела Рафаха погибло несколько десятков мирных палестинцев. Правда, в Израиле обещают провести расследование этого инцидента. В Рафахе мы уже эвакуировали около 1 миллиона жителей, не являющихся комбатантами. И несмотря на наши максимальные усилия не причинить вреда, что-то, к сожалению, пошло трагически не так. Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика. Для нас каждый пострадавший некомбатант – это трагедия. Для Хамаса – это стратегия. Хамас в это время заявляет о том, что Израиль нарушает международное право, продолжая наносить удары по Газе. Дело в том, что Международный уголовный суд призвал прекратить огонь в Газе и пригрозил ордером на арест премьер-министра Израиля и лидера Хамас.
Время проведения этих массовых убийств в течение последних 2 дней рассматривается как вызов сионацистского правительства преступника Нетаньяху решением Международного суда, который приказал прекратить военную операцию в городе Рафах, что ставит мир и международное сообщество перед серьезной исторической ответственностью положить конец этому сионистскому высокомерию и остановить агрессию этого образования. Сионистская оккупация не вернет своих пленных, удерживаемых сопротивлением, кроме как в соответствии со своими условиями, которые были представлены посредникам в Египте и Катаре в рамках реальной и серьезной сделки. Go get her, Marjorie. Grandma's rooting for you. Talented team of artists that drunken group on the left hand. That's a problem. You gotta only go around in circles. Cat can do. Put down the cracker. I gotta tell you, I didn't say that. Dirty pearl doing that dirty deed. I'm shocked we still spin above yet. Looks like the orange is still the new orange. Secret weapon. Cat can do. Put down the cracker. I keep up with this pace, Basilic will finish the next round. Look at that. В который раз хочу напомнить вам о том, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам существовать и снимать новые и новые видео. Платформа YouTube практически не монетизирует нашу продукцию, и поэтому спасибо вам за поддержку. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы, это тоже очень важно. На этом у меня все, до встречи, хороших вам новостей.